Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит, новая пятерка уже на подходе. Ну что, поехали дальше изучать Куала-Лумпур. Но прежде чем начать, мы по традиции поздравим нашего победителя. Вот его комментарий. Хотите так же, как и он, выиграть 2 прохода в бизнес-зал? Обязательно пишите свой комментарий под данным видео, и уже на следующей неделе мы разыграем новые проходы. Привет, путешественники! Спасибо, Picard Travel Show выиграла проход в бизнес-зал. И сегодня нас ждут такие отели, как JW Marriott Hotel Kuala-Lumpur, Ceylon Suites by Maike, Park Royal Collection Kuala-Lumpur, Mercure Kuala-Lumpur Show Parade и Travelodge Chinatown Kuala-Lumpur. Ну что, начнем? JW Marriott Hotel Kuala-Lumpur. Ну, мы прям заходим с козырей. Это реально крутой, здоровый отель, находящийся прямо в центре города. На этом можно закончить, поставить 10 баллов и идти дальше. Ну ладно, давай уже нормально, серьезно. Ну а что тут обозревать? Завтрак хороший, бассейн хороший, спа хороший, встречают хорошо и номера хорошие. Ну так вот и расскажи, чем понравилось тебе. Мне понравилось тем, что я болел. Лежал, у меня температура была, меня знобило, еле позавтракал, еле-еле наковырял, что там можно было выбрать, потому что там был и сыр, и то, и сё, и 5-е, 10-е, что меня тошнило. Все самое вкусное собрали, и мне еще это не хотелось. Ну, а мне хотелось, поэтому мне отель очень понравился. Разные категории номеров. Есть спа, есть фитнес, есть бассейн, есть хамам, есть сауна, есть онсен купили, и горячая, и холодная. Конечно, Влад пролежал в номере все это время, а я ходил, наслаждался. Отель находится вместе с торговым центром, есть и дорого-богато всякий люкс, есть и дорого-богатые всякие рестораны, поэтому привереды вроде меня только с деньгами могут найти все, что захотят. Дальше. Бассейн отлично, покупаться можно, правда проблема, на мой взгляд, следующая. Как-то ступеньки не предусмотрели, то есть как сползать, и либо большие, то есть очень как-то странно. Но ладно, есть бар возле бассейна, тоже хорошо. Спортзал неплохой, тренажеров много, можно позаниматься. Номера есть разные категории. Нам показали всего 3, наверное, но есть и другие. К сожалению, были заняты, не пустили, не показали. Есть также бизнес-лаунж, где можно вечером поужинать, если вы имеете статус от Марриотта, ну, либо вы бронируете номер уже с этим лаунжем. Хорошая вещь, вечером перекусить можно. Ну что, сколько ставишь? Конечно, 10. Согласен, 10. Здесь стоит побывать каждому хотя бы один раз. Сервис отличный. И мы перемещаемся в Ceylon Suites by Maike. Это апартаменты, в которых мы были в первый день нашего пребывания в Куала-Лумпуре в прошлом выпуске, но уже другого качества. И тут тоже началось, конечно, со смены полотенец, наволочек, но комплекс поинтереснее. Мне кажется, здесь он поновее, здесь рядом парк, те же Петроновцы видно. Наверху, что удивительно, есть зона барбекю. Но, конечно, не для всех. Наверху есть бассейн, куда есть доступ, в отличие от нашего прошлого выпуска, где мы рассказывали о том, что в отеле нет доступа на крышу, на бассейн. Спортзал занимает целых 2 этажа. На первом этаже у вас такие кардио-тренажеры, на втором у вас уже более силовые. Есть свой бар. Вечером можете прийти после 4 уже попить коктейли, понаслаждаться видом. Довольно прикольно. Есть отдельные этажи с какими-то развлечениями, ну, в кавычках развлечениями. Где-то просто парк, где-то какие-то качели, где-то йога-центр небольшой. Довольно интересный формат. Необычно, по крайней мере, я такого еще не видел. Да, соглашусь, комплекс очень интересный, плюс есть кафе, ресторан, где подают даже завтраки. Да, поэтому очень удобно. Я здесь поставлю 8. Мне, в принципе, все понравилось, и вид был шикарный, и, в принципе, было довольно комфортно находиться. Да, тоже поставлю 8, рядом хорошая локация. Петроновцы не так далеко, можно дойти пешочком, плюс парк как раз и с телебашней. И перемещаемся мы в 5-звездочный отель Park Royal Collection Kuala-Lumpur. Он как раз находится недалеко от Марриотта. Почти за углом. Можно добраться пешочком и
поночевать, так сказать, и в одном, и во втором отеле. Прикольно, но здесь спа не такое разнообразное, такое обширное, как в предыдущем отеле. Да, и там есть массажи и все остальное, но здесь, к сожалению, нету ни хамама, ни сауны. Бассейн есть, и довольно вот здесь прикольненький бассейн, интересненький, все зелено, но и народу здесь больше. Отель очень приятный, шикарное лобби, очень комфортно там находиться, пока тебя регистрируют. Номер тоже приятный, и вид у нас был на бассейн и на монорельс. Хорошая, кстати, шумоизоляция, окна были сделаны в двойном таком стеклопакете, прям шума не было слышно от монорельса, ну и от кричащих детей возле бассейна. Есть спортзал, есть йога-центр, есть какой-то прям отдельный тренажер, на который многофункционально можно заниматься. Прям инструкция, видео вам занятия показывают. Прям прикольно, я оценил. Есть бизнес-лаунж, в который также вы можете попасть, если забронируете номер с доступом в этот бизнес-лаунж. Также в течение дня какие-то напитки есть, ну и вечером подают еду, небольшую закуски, где можно перекусить, ну и завтраки. Как тебе завтрак? Был ли сыр? Сыр был, бекон был. Мы, к сожалению, в этом отеле не завтракали, но, естественно, ходил, смотрел. Слинки пускал, было разнообразие, много всего. Прям реально хорошо, рекомендую брать завтраками. Голодными точно не останетесь, я бы не остался. Ну что, 10? Да, 10, они, в принципе, равнозначны. И прям хорошо. Может быть, снять немножко балл за то, что спа нету, да, но есть другие какие-то плюшки, которые прикольные. Очень много, кстати, здесь конференц-залов, и для проведения всяких разных конференций прям очень хорошо. А мы перемещаемся в Mercure Kuala-Lumpur Show Parade. Очень удивило то, что встретил русскоязычный персонал. Есть на первом этаже Starbucks, ну, небольшая импровизация Starbucks, поэтому кофе можете попить там с 9 утра вроде до 9 вечера, прям тоже хорошо, кто любит Starbucks. Наверху есть бассейн, также тренажерный зал, прям хорошо, хороший вид, завтраки хорошие. Я наелся. Встречает нас интересное лобби в виде такой библиотеки, где очень комфортно находиться, ожидая заселения и вообще проводить время. Поднимаемся в номера и видим довольно все чисто, комфортно. Отель следит за номерами. Приятно находиться, спать тоже было довольно комфортно. Был довольно интересный и разнообразный завтрак, то есть каждый найдет, что ему поесть. Были и азиатское меню, и европейское, и десерты были тоже на уровне. Мне, кстати, знаешь, что еще понравилось? Мини-бар, который был бесплатно. Это реально прикольно. Но не во всех номерах наших. Что у нас было просто ограниченное. У нас в это мини-бара не было, но все, что было, оно было бесплатно. У нас так оно было. Мини-бар был разный. Напитков не было. У нас не было напитков в номере, но у нас были всякие орешки, снеки какие-то национальные. Прям интересно. В более таких крутых номерах это все есть кофемашина, снеков побольше и напитков побольше, и это все включено и пополняется каждый день. Тут я 10 тоже поставлю. Блин, хочется 10 поставить, но, опять же, не такое большое разнообразие, но хотя мы оцениваем весь отель, который, как он есть. Поэтому, наверное, да, соглашусь, 10 поставлю, потому что у нас все отели на 10 сегодня. Выпуск на 10, можно сказать. Не, у нас 8 было. Ну, извините, основные-то отели все на 10. Переходим дальше. Ну, у нас будет чем скрасить. Завершаем мы Travelodge Chinatown, Куала-Лумпур. Ну, вот как раз в предыдущем выпуске в вопросе-ответе мы рассказывали вот про этот отель, где прям можно плакать, если вы придете на завтрак. И если вообще вы его платите за 1000 рублей. Если вы доживете, я сказал, до завтрака, потому что все пребывание отеля вы будете еще ощущать машинистом метро. Вот это вот завывание, мой любимый звук из метро. Такое ощущение будет складываться, что вы работаете в метрополитене Куала-Лумпура. Мне просто этот звук нравится. Я люблю метро и все, что с ним связано. Но некоторым может это не понравится, потому что ты говорил, что даже в противоположных номерах, которые выходят на обратную сторону, все равно вот этот писк, визг. Да, звук машиниста, точнее поезда. Ну, в целом, если говорить про отель, минусом завтраки, локация очень хорошая, то есть рядом как раз Чайнатаун, где можно провести долгое время, пошопиться, сходить на рынок. Дальше недалеко всякие развлечения, та же площадь Независимости, где вечером довольно много народу собирается, тусят. А рядом центральный рынок,
где как раз можно тоже что-то перекусить, что-то купить из сувениров. Да, конечно, price too much, но это центральный рынок, что хотите. Мне отель понравился, но испортилось все впечатление от пребывания завтрака. Наверное, ожидание еще реальность, потому что это третий отель сети Travelodge, в третьей стране, в которой мы были, и, в принципе, во всех двух, несмотря на то, что номера также минималистичные, компактные, все довольно удобно, но завтра, конечно, мы не ожидали такого. Пил сладкую воду и мазал тосты, я не помню, то ли вареньем, то ли арахисовой пастой, и там даже рис как-то не очень вкусный был. Поэтому я ставлю здесь 7, больше не хочу ставить, но и меньше тоже обделять не хочу. 7. А я бы здесь поставил тоже 7. Напоминаем, все отели мы бронируем по ссылке в описании. Также вот QR-код на наше приложение. Ну и в нашем телеграм-канале вы найдете интересные предложения по авиабилетам и отелям, экскурсиям, и узнаете, что произошло у нас сегодня, вчера и позавчера. Так что подписывайтесь на наши социальные сети и Telegram в том числе. Напоминаю, если вы бронируете отели в нашем приложении, ну или на нашем сайте, то вы можете принять участие, точнее вы не можете принять, вы примете участие в розыгрыше, в новогоднем розыгрыше проживания в отеле. 3 января 2026 года мы разыграем проживание в отеле. Есть определенная сумма, на которую вы можете шиковать и бронировать все, что угодно во всем мире, в любых, так сказать, точках, где это возможно. Так что обязательно, вот еще раз, приложение, обязательно скачивайте и бронируйте, либо авиабилеты покупаете, либо проживание бронируйте, или на нашем сайте внизу. Также в описании вы найдете ссылочку на все правила участия в нашем розыгрыше. Ну что, переходим к нашему топ-5 отелей на этой неделе. Я, наверное, на первое место поставлю JW Marriott. Мне реально понравилось спа. А дальше будет у нас парк Роял, поскольку не было спа и хамама, да. Дальше у меня идет Меркьюр, хорошая локация, рядышком с предыдущими отелями, ну и уровень и цена, качество прям молодцы. Несмотря на все, что Travelodge я поставлю, потому что хорошая локация, ну и завершим апартами Ceylon Suites. Ну, я немножко по-другому поставлю, у меня будет на первом месте также JW Marriott, потом я поставлю Park Royal Collection, дальше у меня Меркьюр, я на 4 место ставлю Ceylon Suites by Mickey и завершаю Travelodge Chinatown Куала-Лумпур. Переходим к нашей недельке. Я поеду сначала в JW Marriott, потом съезжу в Ceylon Suites by Mickey, потом заеду в Park Royal, перееду в Mercure Куала-Лумпур в Show Parade и завершу в Travelodge Chinatown. А я сделаю не так. Я поеду в Travelodge в начале. Почему? Хорошая локация. Вы как раз находитесь. Первый день приедете, забросите сумки, там находиться не будете, потому что комнатки маленькие. Вы пойдете гулять и смотреть, что есть рядом. Это прям хорошо. Чего в отеле сидеть? За такие деньги, как следующий отель, смысла нет. Закинули вещи, пошли гулять. Дальше я поставлю, наверное, Ceylon Suites, потому что продолжаем нашу тематику, что вы гуляете. Плюс это другая локация, более к центру. То есть здесь вы посмотрите и телевизионную башню, и к Петронусу сходите, то есть тоже будете гулять. Но вот потом, когда вы нагуляетесь, вы можете сначала заехать в Меркьюр и потом сходить в TRX торгового центра, пошопиться немножко. Ну и 2 последних дня, скорее всего, Парк Роял и JW Marriott уже развлекаться и получать удовольствие от пребывания в этих отелях, загорать возле бассейна и релаксировать. Я думаю, так будет хорошо. Интересный вариант. Конечно. Подходим к концу, но перед этим концом напомним, что вот QR-код на бронирование отеля. Вы можете принять участие в розыгрыше новогоднего сюрприза, подарка проживания в отеле. Обязательно бронируйте через наше приложение, ну, либо на нашем сайте. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, вот QR-код. А также подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк этому выпуску и в комментариях, например, можете написать, в каком отеле вы хотели бы, чтобы мы в следующий раз побывали и оставили отзыв на него. И принимайте участие в розыгрыше прохода в бизнес-зал. Узнаете на следующей неделе, кто выиграл. И может это будете именно вы. Ну а на этом все. Пока-пока. Пока.